Я отлично понимаю тех, кто не любит куриную печень. А как можно любить нечто сухое, горькое, вязнущее во рту? Да лучше за гамбургером сходить. Понятно, почему к куриной печени никто не подходит ни на рынке, ни в супермаркете. С ней надо возиться. То промой, то желчные протоки вырежи, то лук обжаривай. Кто говорит на гусином жире, кто говорит на утином. Ну ладно, на растительном масле. Да еще стой над сотейником. То и дело помешивай лук, чтобы стал мягким, но не пригорел. Куркумой лук надо присыпать. Мол, чтобы паштет не прокис из-за огромного количества лука. Поэтому, конечно, если доктор прописал, то проще купить баночку консервированного паштета в супермаркете. Там она наверняка полезнее, чем та, которую мы готовим сейчас. Ну ладно, морковь допустим, а 80 мл растительного масла на 800 грамм печени. И это же еще не все. Погляди-ка, сливочное масло режут кубиками, чтобы оно согрелось. И куда это годится? И бабушка говорила, и везде говорят, что печень надо прожаривать как следует, до тех пор, пока не захрустит. А в этой программе печень выкладывают поверх лука и моркови. И говорят, обжаривать только до тех пор, пока печень побелеет и потеряет свою пластичность. Ну кто же печень солит сразу? Да она же так всю сочность потеряет. И неужели мало одной чайной ложки соли? Зачем надо 2? А к чему этот черный перец? Ведь так хочется насладиться вкусом натуральной печени. Дорогие друзья, это я озвучил голоса виртуальных скептиков. Я отлично знаю, о чем говорят противники вкусной и здоровой пищи. После того, как вы посолили и поперчили печень, перемешайте ее с луком и морковью и накройте сотейник крышечкой. Огонь на минимум. После чего необходимо подождать 2-3 минуты, а потом снова открыть крышку и перемешать. Так сколько же всего минут необходимо жарить печень? Если кто-то назовет вам точную цифру, имейте в виду, этот человек абсолютно не понимает в кулинарии. Трогайте печень пальцем. Если она еще пластичная, дрожит внутри, значит пока что не готова. Вот теперь, когда печень приподнимаешь за один край, а она не сгибается, наступил момент, когда не просто необходимо выключить огонь, но и печень переложить из горячего сотейника, где она еще продолжила бы готовиться, в холодную посуду. Перекладывайте вместе со всеми соками. Ничего не оставляйте в сотейнике. Обратите внимание на цвет готовой печени. На разрезе она должна быть еще более розовой. Скажите, а у вас дома мускатный орех не завалялся? Добавленные в верной пропорции и в правильное время специи украшают любой продукт. Они забивают его первоначальный вкус. Вот столько мускатного ореха вполне достаточно. А теперь сливочное масло. 200 грамм сливочного масла на 800 грамм печени. Запомните эту пропорцию. Паштет из печени – это не еда, которой наедаются от начала и до конца. Паштет из печени – это всего лишь навсего закуска. 50 грамм на одного человека – вполне достаточная порция. И ничего страшного, если среди этих 50 грамм 10 грамм будут сливочным маслом. Постарайтесь измельчить паштет как можно глаже. И лишь после этого добавляйте сливки. Жирность сливок может быть любой, 10%, 20%. Их уйдет 300-400 мл. Количество зависит от получающейся консистенции. Вы должны иметь в виду, что, остывая, паштет станет гуще. Ну и, разумеется, сливки необходимо добавлять подогретыми. Паштет должен приобрести консистенцию примерно как у манной каши. Иногда, если блендер не справляется со своей задачей на 100%, паштет рекомендуют протереть через сито, чтобы остались узелки от желчных протоков, от каких-то сосудов.
Но очень важно попробовать уже почти готовый паштет. Ведь мы солили печень, а сливки и сливочное масло не соленые. Есть смысл добавить и черный перец. Если он и в горячем паштете не чувствуется, то в холодном и подавно от его запаха и жгучести не останется и следа. И еще один ингредиент, аромат которого способен превратить любую еду в шедевр. Это трюфель. Я недавно был на конкурсе кулинарных книг в Париже. Вот и привез себе побаловаться. Но в Париж за трюфелями не очень-то налетаешься, поэтому гораздо чаще мы добавляем в печеночный паштет сальсу из трюфеля, либо трюфельное масло. И то, и другое довольно часто встречается в супермаркетах. Обратите внимание, либо спросите продавцов. Но в конце концов и без трюфеля тоже получится очень вкусно. А еще я бы поэкспериментировал с сухими, молотыми белыми грибами. А теперь другой, очень важный момент. У нас получилось 1 килограмм 800 грамм паштета. Это 36 очень щедрых порций. Вы столько сразу съедите? Тогда раскладывайте паштет по горшочкам, либо даже по обычным стеклянным баночкам. Только не наполняйте посуду до самого верха. Оставьте примерно полсантиметра, чтобы покрыть поверхность паштета разогретым топленым маслом. Сливочное масло, в котором содержится белок, и само испортится. А вот топленое масло, о приготовлении которого я уже рассказывал в нашей программе, и этот сюжет можно найти на моем канале в Ютубе, послужит отличной герметичной крышкой. Паштет под ней не окислится, не позеленеет. Поэтому очень важно расправить паштет, чтобы он весь оказался хотя бы под тоненьким слоем топленого масла. Вот теперь посуду можно накрывать крышками, а в противень подлить горячей воды. Вода не должна покрывать полностью баночки либо горшочки, но доходить хотя бы до середины. Пусть вода даже будет кипеть, она не нагреется выше 100 градусов. Соответственно, и паштет не пригорит. А паштет необходимо прогреть до 85 градусов. После этого его можно хранить недели, может быть даже месяцы. Паштет пастеризуется в духовке 1 час при температуре 120 градусов. А это коржи от Наполеона. Недавно показывал рецепт. Можно найти на моем канале в Ютубе. Все точно так же, только вместо сладкого крема промазываем каждый корж еще горячим паштетом. Слои паштета можно устраивать потолще. Не жалеть, не думать о том, что получится слишком жирно. Получится в самый раз. Получится отменный закусочный торт «Наполеон». Этот рецепт я придумал еще в 2009 году, а показываю его по телевидению впервые. Один из слоев паштета можно было бы промазать, к примеру, брусничным вареньем. Но у меня нет брусничного варенья, и я использую обычный кетчуп. Кисленькая прослойка очень желательна, но это еще не все. Это стандартный крем для торта «Наполеон», только количество сахара уменьшено в половину, количество соли прибавлено, а кроме этого добавлен перемолотый в блендере базилик. Я расскажу вам, как я пришел к такой идее. Однажды я угощал великого русского повара Александра Ивановича Филина и французского шефа Буяси. На столе был шашлык из печени. На столе где-то в стороне стояли помидоры черри. И был базилик. И я наколол на зубочистку листик базилика, помидорку и кусочек шашлыка из печени. Попробовал и вздрогнул от неожиданно прекрасного вкуса. Меня с детства учили, что без хлеба кушать нельзя. И вот я решил, что хрустящие коржи от торта «Наполеон» – это самый лучший хлеб для печеночного паштета, крема
помидорах черри и листиков базилика. Разумеется, торт должен застыть. Вот теперь его можно украшать. Можно украсить листиками именно базилика, несмотря на то, что вкус и аромат базилика уже имеется в креме, и его вполне достаточно. Но очень важно, чтобы даже те, кто перенесли ковид, понимали, из чего приготовлен торт. Помидоры тоже необходимы только для обозначения ингредиентов. В принципе, томатного вкуса уже вполне достаточно за счет кетчупа, но еще и для украшения. Можно сказать, вместо клубники, ежевики или малины. А хотите посмотреть, каким получился паштет после того, как он застыл? Возьмите кусочек подпеченного хрустящего хлеба. Он оттенит нежность паштета. Обратите внимание на цвет, на консистенцию паштета. Видите, как он размазывается по хлебу? Великолепный вкус и запах вы оцените после того, как приготовите такой паштет. Если что-то не запомнили, приходите на мой канал в Ютубе, найдете ролик, пересмотрите с самого начала, приготовите, и все у вас обязательно получится. А уж если вы испечете такой закусочный торт «Наполеон», то уложите на обе лопатки всех своих друзей, если они тоже, на ваше счастье, увлекаются кулинарией. Дорогие друзья, готовьте дома и приглашайте друг друга в гости. Нет наслаждения для человека лучше, чем есть и пить от трудов своих при открытых дверях с хорошими гостями за столом. Я обещаю вам еще очень много хороших, вкусных, очень полезных рецептов. Приходите. Счастье кулинара. Знаете, почему я так назвал эту книгу? Дело в том, что я стал счастливым человеком только тогда, когда начал заниматься исключительно кулинарией, моим любимым делом. А как же я стал кулинаром? Эта книга во многом автобиографическая. Только и биографию свою я рассказываю не когда родился, где крестился и так далее. Я рассказываю в этой книге, что я любил кушать в детстве, что для меня готовила мама, бабушка, другие родственники. Например, что готовили при моем рождении. Вот, будет смеяться, готовили не плов, готовили пельмени в день, когда я родился. То, что я, как уже говорил, очень любил в детстве. То, что мы с супругой стали готовить, когда создали семью. И вот вся история нашей семьи рассказана через вот эти блюда, которые мы готовили вместе. Баварские сосиски. Ждали вы от меня такого блюда? Вот, например, салат по-уйгурски из требухи. Этому салату я научился уже, когда вполне осознанно занимался кулинарией. Картофельный салат, но не обычный, как все готовят, а уникальный, с особым вкусом. Маринованные баклажаны. Знаете, надо вот один раз взяться, замариновать и очень долго радовать. Как приготовить там малосольные огурцы, соленые огурцы, как приготовить бочковые помидоры соленые, как законсервировать помидорчики и огурчики. Одним словом, здесь рассказано о блюдах на все случаи жизни. Корейские, узбекские, русские, вот даже испанское, пожалуйста, гаспачо. Здесь масса блюд со всего мира. Все то, что помогает нам, я имею в виду нашей семье, жить очень вкусно и счастливо. Я от всей души желаю такого же счастья всем хорошим людям. Мороженое. А как не побаловать внуков мороженым? Знаете, как они любят мороженое? О, куличи. Одним словом, эту книгу, по моему мнению, должна иметь каждая хорошая семья, увлекающаяся кулинарией. Купить эту книгу можно только в моем интернет-магазине stalik.ru. Она не продается ни в каких других интернет-магазинах, не продается на маркетплейсах. Stalik.ru вам помогут выбрать другие книги в подарок вашим друзьям. Если вы купите
2 книги, либо 3 книги, там постоянно проходят какие-то акции, скидки, то одну книгу вы можете получить даже бесплатно. Одним словом, обращайтесь на сайт, звоните, пишите. Мы будем вам очень рады.